видео мы будем говорить о характеристиках системы с одной парой сил, о видах интрузии, о системах сил, возникающих при активации интрузионной дуги с одной парой, и о предупреждении нежелательных эффектов активации такой дуги. Каковы же преимущества системы с одной парой сил? Это высокая предсказуемость перемещения зубов, это сниженная необходимость повторной активации и возможность легко определять побочные эффекты активации и их устранять. Поэтому начнем. Интрузия бывает абсолютной и относительной. Абсолютная интрузия представляет собой перемещение зуба в апикальном направлении без вращения. Это возможно в случае, когда сила интрузии проходит через центр сопротивления. Относительная интрузия происходит тогда, когда сила проходит не через центр сопротивления. При лечении вестибулярными брекет-системами сила, как правило, проходит вестибулярнее центра сопротивления, вызывая появление момента силы, приводящего к вращению коронки вестибулярно, а корня лингвально. Практически интрузионная дуга самой простой системой сил одной парой выглядит так. Полная дуга устанавливается в дополнительную трубку брекета на маляре и активируется подвязыванием к резцам. Разберем систему сил, возникающих при активации этой дуги в сагитальной плоскости. Неактивная дуга вводится в дополнительную трубку на маляре. Дуга изготовлена таким образом, что V-образный изгиб находится мезиально от маляра. При подвязывании дуги к брекетам на резцах происходит ее активация. Возникает момент пары на маляре, вызывающий вращение маляра, коронки в дистальном направлении, а корней в мезиальном. Вторая система сил, которая противодействует моменту пары, является парой сил в вертикальном направлении, а именно интрузионной и экструзионной силами. Таким образом, направление момента пары на маляре противоположно направлению момента пары между интрузионной и экструзионной силами. Эта система работает не только в сагитальном направлении, но и в вертикальном и трансверзальном. Трансверзальные эффекты таковы, что сила на маляре прилагается вестибулярно от центра сопротивления маляра, который находится примерно в области фуркации корней. Таким образом, сила, прилагаемая к дополнительной трубке маляра, будет стремиться наклонить коронку маляра в язычном направлении. Для того, чтобы избежать язычного наклона на малярах, необходимо их стабилизировать. Это можно сделать при помощи транспалатальной дуги. Важным моментом является точка приложения сил в переднем сегменте. Центр сопротивления блока резцов находится позади боковых резцов на расстоянии примерно 10 мм от центра клинической коронки с обеих сторон. При приложении силы через центр сопротивления, то есть подвязывании дуги дистально в области боковых резцов, будет происходить движение, близкое к абсолютной интрузии. При подвязывании дуги в области между центральными резцами сила будет проходить вестибулярно от центра сопротивления, вызывая появление дополнительного момента, вызывающего вестибулярный наклон. Как контролировать наклон резцов и как использовать преимущества этой дуги при закрытии промежутков, мы поговорим в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.